Леди и джентльмены, вас приветствует продюсер Edition. Мы выпускаем еженедельно студийные новости, где вас ждут обзоры плагинов, программ, истории брендов, полезная информация о создании и сведении музыки. Подписывайтесь и делитесь с ценителями. Yamaha анонсировала новое многофункциональное устройство, которое объединяет драм-машину, синтезатор, сэмплер и секвенсор в компактном корпусе. Sec-Track получил драм-машину на основе сэмплов с 7 звуковыми слотами для кика, снейра, хлопков, открытого и закрытого хай-хета и 2 вариантов перкуссии. Библиотека устройства предложит более 2000 различных звуков. Секция синтезатора состоит из 4 движков синтеза. Сэмплер записывает сигнал с частотой дискретизации 44-100 и разрядностью 16 бит. Для записи можно использовать встроенный микрофон, либо снять сигнал с подключенных источников звука. Передать звук в сэмплер можно и посредством USB. При подключении к компьютеру Groovebox определяется как аудиоинтерфейс. Дополнительно предусмотрена опция ресэмплинга файлов, хранящихся в памяти инструмента. На борту также присутствует набор эффектов: дилей, реверберация, дисторшн, компрессия и набор модуляторов. Эффекты можно применять как к отдельным звукам, так и к мастер-каналу. Детальное управление эффектами осуществляется в секции синтеза, а также в приложении Sec-Track, доступном на Windows, macOS, iOS и Android. Приложение также визуализирует сигналы и более наглядно показывает изменения, вносимые пользователем. Секвенсор поддерживает различные гаммы, лады и звукоряды, а заодно оснащается арпеджиатором с обширным набором собственных настроек. Для подключения к компьютерам и смартфонам Groovebox оснащается модулем Bluetooth с поддержкой Bluetooth MIDI, которая используется для обмена информацией с приложением. Для передачи сэмплов, обмена информацией, управления внешними устройствами и менеджмента Groovebox Sec-Track оснащен модулем Wi-Fi, разъемом MIDI in-out, портом USB-C, а также AUX и выходом на наушники. Отдельного выхода на системы мониторинга не предусмотрено. Продажи намечены на февраль, а презентация модели пройдет на выставке NAMM 2024 с 25 по 28 января. Планируемая цена $600. Новинка от Izotope VEA. Плагин, который основан на технологиях, использующихся в Ozone, Nectar RX и других плагинах компании. Инструмент нацелен на авторов подкастов и видеоблогеров, предлагая простой и эффективный способ улучшения общего качества записанного голоса и повышения разборчивости речи. В плагине всего 3 регулятора: Clean, Shape и Boost. Clean подавляет посторонние шумы. Shape делает голос более точным, плотным и напористым. Boost усиливает и придает веса. Плагин совместим с операционными системами Windows и Mac. Стоимость $29. Почти каждый день у компании Korg новинки. Среди них новый микро-Korg. В модели теперь LCD-дисплей диагональю 2,8 дюйма с IPS матрицей для выбора настроек и звуков. Синтезатор получил новый звуковой движок Looper, секцию вокальной обработки, включающую гармонизатор и тюнер. Переработана и расширена секция эффектов. В частности, добавили 9 новых модуляционных обработок и 6 динамических эффектов наравне с 6 новыми алгоритмами реверберации и дилея. Переработана 37-клавишная клавиатура. Изменено расстояние между черными и белыми клавишами, благодаря чему брать аккорды и исполнять быстрые фразы станет проще. Помимо этого, синтезатор получил клавиши сдвига октав, которые пригодятся во время выступлений. Продажи намечены на весну 2024 года. Цена $700. Состоялся анонс второго поколения беспроводного микрофона от DJI Mic 2. Среди главных улучшений — шумоподавление с применением искусственного интеллекта, увеличенное время автономной работы и возможность записи 32-битного звука, возможность прямого подключения к смартфону, а также к DJI Osmo Pocket 3 и Action Cam 4 по Bluetooth без использования приемника. Время работы самих микрофонов было увеличено до 6 часов, а комплектный зарядный кейс теперь обеспечивает до 18. Гаджет получил более крупный 1,1-дюймовый сенсорный экран и колесико для навигации по интерфейсу. В комплекте есть переходники на USB Type-C и Lightning для прямого подключения к смартфону. DJI Mic 2 поддерживает двухканальную запись, позволяя захватывать звук из 2 источников. Каждый включает 8 гигабайт встроенной памяти, что позволяет
позволяет сохранять до 14 часов не сжатого 24-битного аудио с частотой 48 кГц. Отдельно отмечается возможность 32-битной записи для более высокого качества в сложных звуковых средах. Появилась функция Safety Track, позволяющая записывать вторую дорожку с уровнем минус 6 дБ наряду с основной звуковой дорожкой, что по сути является страховкой на случай проблем с первой. Новинка предлагается по цене $349 за комплект с двумя передатчиками, приемником и кейсом для зарядки. Комплект из одного приемника и передатчика стоит $219, а сам приемник и передатчик по отдельности стоит по $99. Зарядный кейс обойдется в $69, а вся эта информация, ребята, для вас бесплатна. Slate Digital объявила о выпуске MetaPitch, нового плагина для изменения высоты тона с некоторыми интересными функциями. Разработанный специально для монофонических источников звука, таких как голос или отдельные инструменты, MetaPitch обеспечивает необходимые элементы управления для независимого изменения высоты тона и форманты, а также манипулирования вокалом. Присутствует фильтр частот, стереорасширение, сатурация, а также сигнал можно подмешать с помощью регулятора Mix. Специальный режим робот добавляет к исходнику сигнал, напоминающий вокодер. Режим Low Latency обеспечивает минимальную задержку в процессе записи и мониторинга. MetaPitch доступен по подписке All Access или его можно купить отдельно за $199. Audient Aurea сочетает в себе звуковой USB-интерфейс с комплексным мониторным контроллером. Устройство создано специально для работы с иммерсивным звуком, таким как Dolby Atmos. Новинка имеет встроенную калибровку Sound ID Reference, разработанную в сотрудничестве с Sonarworks, а также оснащается 16 выходами для работы с форматами вплоть до 9.1.6. На передней панели располагается два комбинированных входа XLR-TRS с микрофонными предусилителями Audient консоль. Устройство можно расширить благодаря двум входам ADAT, что также позволяет использовать устройство в качестве автономного контроллера. Audient Aurea располагает вводом-выводом Word Clock для цифровой синхронизации. 16 выходов объемного звучания доступны в двух форматах — аналоговом и AES. На передней панели имеется два независимо регулируемых выхода TRS для наушников. Устройство обладает такими функциями, как Speaker Groups, Mute Solo для отдельных выходов групп, Global Volume Control и Global Delay, а кнопка Down Mix позволяет управлять рендером Dolby непосредственно из Aurea для проверки микса в различных форматах. Aurea поставляется с микрофоном Sonarworks Reference и 60-дневной пробной версией Sound ID Reference для создания профилей Sonarworks, которые можно загружать в Aurea и обрабатывать встроенным DSP. Но после истечения срока действия пробной версии пользователям потребуется приобрести лицензию, чтобы продолжить использовать свои профили. Цена на Audient Aurea $2700. Уже около месяца назад компания Abletunes выпустила Retro Tape. Несмотря на то, что плагин особо не рекламировался, он постепенно набирает популярность. Retro Tape имитирует тонкие искажения и насыщенные гармоники, генерируемые системами воспроизведения кассет, создавая теплое и насыщенное звучание. По мере того, как оксидное покрытие на ленте изнашивалось в процессе использования, звук приобретал характерное присутствие и текстуру. Различные механические детали внутри кассетных дек также постепенно приходили в негодность из-за интенсивного использования, добавляя свои собственные отчетливые отпечатки. Retro Tape дает пользователям прямой контроль над такими параметрами, как износ ленты, колебания скорости деки, флаттер и шум, позволяя точно воспроизводить воображаемые кассетные записи. При розничной цене $49 плагин совместим с большинством основных программ DAW для Windows и Mac, за исключением Pro Tools и Studio One Prime. 25-й выпуск уже. Четвертак.